Всем привет и добро пожаловать на наидобрейший обзор. Сегодня у нас ролик со сложной судьбой. Когда-то давным-давно на стримах проходил аттракцион неслыханной щедрости, устроенный главным меценатом канала Гайджин Биром, с розыгрышем спонсорских обзоров. Да, тех самых, которые я до сих пор все не сделал. Сколько у тебя сейчас долгов? По разным оценкам от 25 до 30 миллионов спонсорских обзоров. Помимо адекватных людей, хотевших ролик про замечательную мангу «Царство», на которую я сделал коротенький 5-часовой пересказ. That's quite big. Среди зрителей, естественно, нашлась куча петросянов, которые вместо годноты намеренно пропихивали какую-нибудь дичь. Так что в победителях, кроме фантасмагорической жизни обладателя вырезать-вставить, с ее легендарной главой от лица случайного коня, оказалась совершенно отбитая хентайная визуальная новелла. Моя реакция была... Fuck that. Но генератор случайных чисел был неумолим, и после реролла выпала манга под лаконичным названием «Изгнанный алхимик, почему бы не создать самое сильное подземелье?». Впрочем, я же сам вечно говорю, что если бы гадание по названиям работало, я бы им пользовался. Только в этом случае название даже несколько преуменьшает всратость содержимого. В ней всего 50 глав, так что проще пересказать сюжет без предварительного краткого отзыва. Отдельно отмечу лишь визуал, раз уж это манга. Нарисовано несколько неряшливо и часто напоминает качественные скетчи, но сам стиль очень живой и к художественной части, за которую отвечал иной человек, нежели за сюжет, особых претензий нет. При всех огрехах смотрится куда приятнее трафаретной студийной рисовки всяких соло-левелингов, на которую принято молиться у школоты. Однако я сам художник, у меня профдеформация, и вы такие нюансы замечать не обязаны. А вот сюжет — это полный трындец, и тут не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы это понять. Если же у вас возникнет вопрос, как вкусняшка с таким названием и содержанием еще не была экранизирована японцами, то дайте им время. Ведь другая работа этого же писаки под не менее сочным неймингом «Перерождение в аристократа со способностью анализа» скоро получит 3-й сезон. Как всегда, не забудьте про лайки и функцию спонсорских обзоров на Бусти. Бонусом в моем дискорде появился архив всех интересных стримов про лорную войну, бананы, Семецкого с его фури-нацистами из космоса, величайших игровых журналистов из AXBT и прочих интересных интернет-личностей. И на этом с предисловием покончено. История начинается с того, что протагониста, алхимика, на вид типичного Аяша и члена группы авантюристов-героя, выгоняют на мороз, заменив более талантливой девушкой, мол, он тянет отряд на дно. Тут же тот натыкается на сисястую феечку Винкс, ядро подземелья, за которой гонится оборотень. Она просит заключить с ней контракт, ведь неудачница и 10 лет не могла найти мастера для подземелья. Ну, вы знаете, у пышногрудых няш-стесняш с этим всегда жуткие проблемы. Им нужен данжен-мастер любой ценой, но бесплатно, а проклятые члены-капиталисты вместо них выбирают качалку. При помощи полученной книги призыва алхимик создает гоблинов и побеждает оборотня. В это время герой бомбит, что группа не действует идеально. Протагонист за очки подземелья покупает алхимическое оборудование и, используя синтез, повышает ранг монстров. Всего их 10, и он вмиг из гоблина 1-го G-ранга делает циклопа 7-го А-ранга. Ведь тот особенная снежинка, у которой прорезался имбовый навык, которого ни у кого в этом мире нет. Неужто ли читатель думал, что тут будет изобретательно дизайнить свое подземелье, используя ограниченные ресурсы и алхимию? Ой, к чему такие сложности? Пусть чмоня бездумно штампует боссов за 3 копейки. В их данж забредает авантюрист, и протагонист приказывает его убить, удивляясь, что ему на происходящее совершенно индифферентно. Как выясняется, это очередная срань, где вместо мотивации и развития персонажа контракт промыл ему мозги, сделав социопатом. А вместо внутреннего конфликта из-за внезапно потерянной человечности ему на происходящее похер. Ведь сиська-фея позволяет спать у нее на коленях. И чтобы мы даже не сомневались, насколько протагонист конченый мудичила, и никакой двусмысленности тут быть не может, автор четко показывает, что авантюристы — это хорошие люди с обычными мечтами.
Они не какие-то злодеи, которые из жадности притесняют невинных сиськофей в подземельях, а все, что волнует протагониста, это фармачков за убийство. В подземелье наведывается целительница из его бывшего отряда, догадавшаяся, кто именно стал данжен-мастером. Ведь простой монстр не стал бы отпускать выживших с целью заманить новых. Хоть ядро подземелья вроде бы и так разумное, искало мастера, а не монстра. Как можно было сделать подобный вывод? Чикатило говорит той, что он будет убивать всех авантюристов, которые мешают его исследованиям. В смысле мешают? Ты решил их специально заманивать? Даже не сомневайтесь, никакой внятной мотивации или предыстории, чтобы заниматься исследованиями, у него тоже нет. Он на этом помешан, потому что гладиолус. Нам показывают бесконечные срачи в команде героя и всеми обожаемые флешбеки, через которые тут идет все раскрытие персонажей, обычно перед тем, как их слить на следующей странице. В итоге бухтящий боец теряет ногу, и герой того выгоняет. Параллельно заманенные в подземелье сильные авантюристы выкашивают монстров А-ранга. Но все решение выдуманной себе же проблемы — это применить синтез на монстрах А-ранга и получить Лолю-вампиршу 9-го СС-ранга, которая легко всех порешила. После чего король решает отправить группу героя зачистить подземелье протагониста, ведь у того почему-то перестал работать его главный навык, и группа провалила 7 попыток покорить данжи. Как я вижу, план отпустить авантюристов был гениальным. Уже через пару дней к нему направили самых крутых приключенцев. Нам показывают, что вроде как на героя давит, что его могут лишить титула, если не проходить подземелья. И это было мотивом бортануть протагониста. Хоть, как понимаю, никаких реальных проблем до этого не возникало. Пока приказ короля в пути, вампирша убивает еще авантюристов, а пати-героя теряет очередного члена, на которого всем плевать. Автор, мы никого из них не знаем. Нельзя вести себя так, словно это наши братюни, про которых уже прочитано пара сотен сочных глав. Оказывается, протагонист получил предсказание в прошлом, гласившее, что, вступив в группу героя, он оставит след в истории. Прибывает королевский алхимик с приказом, который в прошлом направил протагониста в группу героя. В это время тот варганит золотое зелье, которое может временно усиливать на 2 ранга и раздает их всем монстрам. Далее шли главы с несмешной шаблонной комедией про готовку, ведь тупое ядро и вампирша решили мешать алхимические ингредиенты с едой. В подземелье наведывается ассасин-разведчик из новых членов группы героя, среди которых и еще один кандидат в герои. Алхимик же опять использует синтез и получает дракона. Целительница уходит из группы, заявив, что герой мудак. И тот решает ее убить, мол, это измена родине. А когда королевский алхимик говорит, что он не имеет на это права, герой все еще намерен тупо решить после зачистки подземелья. При этом кандидат распространяет слухи, что герой с гнильцой, ведь планирует ударить его в спину и заполучить титул, мечтая стать достойным героем. Их группа входит в подземелье, и, конечно же, протагонист вынимает рояль из кустов, видя ловушки с магией утяжеления, которая никогда ранее не упоминалась. И на раз-два слабый моб Б-ранга валит ассасина с ультимативным навыком уклонения, на крутость которого так активно напирали. С очередным флешбеком о том, как тот вписался в план кандидата. Ведь перед каждой никчемной смертью бесполезного персонажа, на которого всем фиолетово, будет флешбэк, который ничего не поменяет. Протагонист посылает вампиршу, чтобы она задержала группу героя на 2-м этаже, пока он готовит еще одну партию зелий. Ведь он дебил и раздал их даже слабым гоблинам вместо крутых мобов. Потому теперь надо в попыхах готовить новую партию. Девушка-алхимик находит одно из них, и вместе с максимально позированным танком Добряком, который был в изначальной троице с протагонистом и героем, когда группа только формировалась, понимает, кто именно стоит за подземельем. Да, он обосрался, но эта находка ничего не поменяет. Танк отстает от группы, а саппорты накрывают героя и вампиршу магическим барьером, чтобы они друг друга поубивали. Раскрывается, что кандидат, помимо прочих, сговорился с алхимичкой, заменившей протагониста, ведь герой жлобяра и скот, зажавший ресурсы на ее эксперименты.
Сам же кандидат в герои активирует свой уникальный навык – мгновенное убийство царапиной, что у него есть в полнолуние. Но прибывает танк. А что мешало просто втихаря тынуть героя ножичком в спину, желательно после прохождения подземелья? Зачем этот сложный план с барьером? Или вы заранее знали, что протагонист умственно отсталый и будет разделять свои силы, вместо того, чтобы дать одно генеральное сражение? Прибывает танк, но герой несет какую-то несусветную ахинею. Мол, не трогай саппортов, не ломай барьер, а дуй за кандидатом, а то он первый пройдет подземелье. И что случится? Вы его потом вдвоем убьете и все дела. А даже если он сбежит, что это поменяет? Тот скажет королю, что ударил тебя в спину, просрал всю свою команду, и теперь его самого надо сделать героем? Получается, тот уверен, что может пройти подземелье в соло, а ты посылаешь одного зачуханного танка его остановить. И на что ты надеешься? Какие же гениальные сюжетные ходы, чтобы натянуть сову на глобус. Появляется протагонист и дает доверчивому танку зелье, якобы то его усилит. Но на деле травит и воскрешает лечом. А это почему-то контрит мгновенное убийство, которое не работает на нежить. Разумеется, обо всем читатели слышат впервые. А чтобы это могло сработать, все участники имеют отрицательный показатель IQ и поступают именно так, как необходимо автору. Алхимик же затирает, дескать, раньше танк говорил, что за товарищей готов умереть. А раз так, то чё такого, пусть умрет ради меня. Да, это на полном серьезе, ведь протагонисту очень важно стать самым крутым мастером подземелий. Непонятно почему, ведь мотивации нет и не будет. Вампирша дает герою золотое зелье, сделанное протагонистом. Ведь только так можно взломать барьер изнутри. Сообщается, что алхимик изобрел удешевленную формулу, адаптированную индивидуально под членов группы. Именно она позволяла тому активировать ульту. Хоть потом автор переобуется и заявит, что все дело в его читерном навыке, который также работает на синтез. Я понимаю, когда редконят долгострои, хоть в этом нет ничего хорошего. Но тут манга на 50 глав. У читателя должна быть память, как у золотой рыбки, чтобы не замечать нестыковки. Тот ломает барьер и убивает всех саппортов. Постойте, а что мешало просто подождать? Танк бы убил или сдержал кандидата. В это время посылаешь дракона или других монстров и валишь хилых саппортов. Или лучше создаешь из них нежить против кандидата. А потом то же самое проворачиваешь с героем. Нахера ему давать зелье, которое превратит того в мамкиного нагибатора? А если бы он, прежде чем ломать барьер, убил вампиршу? Почему все настолько тупо? Также сообщается, что герой выгнал алхимика, поскольку всегда ощущал, что для него все они лишь подопытные, а не товарищи. Классические 7 пятниц на неделе у говноавторов. До этого нам вроде показывали, что он наоборот каждому готовил индивидуальное зелье и был положительным аяшиком. Теперь наоборот, утверждают, что протагонист всегда был социопатом. То есть герой все же не мудак и не зря его выгнал. Но нет, мы же точно знаем о его намерении убить целительницу. Потом также будут флешбеки, где протагонист весь такой за прогресс и науку ради общего блага. Уловить какой-то внятный посыл, кроме того, что это борьба говна с мочой, и ни одна сторона конфликта не вызывает ничего, кроме отвращения, решительно невозможно. Вампирша сбегает от героя, и он присоединяется к битве танка с кандидатом. Тот не может его поцарапать, и начинаются очередные флешбеки о том, как, будучи простым пастухом, он мечтал стать героем. Но на месте оказалось, что герой, к пати которого его представили, лишь элемент королевской пропаганды, и на него записывают достижения тех, кто проходит подземелья. Герой — это тупо титул, даруемый королем, и нужен, чтобы как-то там держать авантюристов, набирающих силы в узде. Не волнуйтесь, вся эта ветка про политические цели короля ведет просто в никуда. Когда они прошли подземелье, умер хороший малый, с которым он подружился. Кандидат убил фиктивного героя, которому было плевать на жертвы, и, притащив его голову, потребовал от короля выбрать настоящего героя. Тот согласился, но в итоге тем все равно оказался мудак. То есть вместо того, чтобы сразу потребовать сделать себя героем,
Он пустил все на самотек, а теперь вознамерился решить созданную самим же собой проблему, чтобы все же стать героем. Впрочем, итог один. После флешбека тот подыхает. Протагонист же объясняет, что навык героя под зельем делает того настолько сильным, насколько у него большое ЧСВ. Бла-бла-бла про слухи, пущенные кандидатом о герое. Народ в афиге, но это сюжетный тупик. Король же намеревается сплотить людей, объявив протагониста королем демонов. Нет, объяснений, нахера народ сплочать, нам не дадут. Точно так же не нужно пояснять, каким таким образом протагонист пришел к гениальному выводу, что, превратив танка в лича, надо оставить ему свободу воли. Отчего теперь тот объединяется с героем и требуется устранить танка при помощи дракона, ведь тот огромная угроза. Протагонист просто пришел к такому выводу. Неужели нужно еще как-то обосновывать? Автору бы детективы писать. Я собрал вас в комнате, чтобы объявить, убийцей был Дворецкий. Но, Шерлок Хренс, как вы пришли к этому неожиданному выводу? Ведь у него железное алиби. Ой, давайте не будем вдаваться в такие детали. Просто поверьте мне, я же Шерлок Хренс. И опять наше любимое повествование через флешбеки. Спустя 40 глав из 50 оказывается, что герой сын правителя варваров, которые ранее набегали на их страну. Но с появлением монстров отправили того в качестве заложника, дабы королевство помогло с их устранением. А то у варваров лапки, и сами они почему-то не могут. И рассказ о том, как тот познакомился с танком, которого чмырили родичи. Разумеется, после этого танк тупо откидывает коньки. Это конец его ветки. И теперь мы знаем, что у героя все не было шоколадно в детстве, и это ничего не меняет! Нет, если бы он просто был колким и не доверял другим, это одна история. Но он не просто мудак. Это ебучий людоед, собравшийся убить девушку, потому что она решила уйти из группы. Ты не можешь так вызвать чувство эмпатии. Сиська-фея спрашивает у протагониста, отчего, собственно, этот долбан хочет по жизни? На что получает классический ответ из всратых тайтлов. Моя мечта, чтобы у меня появилась мечта. Потому я хочу победить, чтобы разгадать эту тайну. Тайну, чего он сам, блять, хочет? Я не шучу. Какие тут шутки? И нет, даже этого в конце истории не произойдет. Ведь будет хренов полуоткрытый финал. Герой попадает в зал, где обстановка из прошлого, и его отец. Потому очередные флешбеки, как батя пиздил его, считая тряпкой, а сам мечтал создать страну для их клана. Выскакивает протагонист и говорит, что чего-то там хотел понять о герое, создав эту сцену при помощи очередного рояля в виде демона кошмаров. После чего герой оказывается настолько растыкой, что наступает на плиту, активирующую телепортационную ловушку в начало подземелья. А пока тут будет полчаса бежать обратно, алхимик хочет поговорить, ведь раньше тот его не слушал. Притом тупой алхимик вновь сам себе выдумывает проблему на ровном месте. Вы только представьте, если сейчас потратить полученные из убийства очки и легко победить, то не останется запаса на черный день, когда придут новые авантюристы. Потому надо обходиться тем, что есть. А может просто создать армию из боссов, не понести особых потерь и будет норм? И вообще это как бы герой, которого ты сам бафнул своими же щитами, потому что дебил. Кого еще более сильного ты можешь ждать? Протагонист мелет какую-то херню про то, что герой никому не доверял, вот и проиграл. Без звания героя он никто, а убив его лишится доступа к зелью, делающего его героем. И бла-бла-бла про то, что героем он стал чисто случайно. Смысла это не имело абсолютно никакого, ведь протагонист хренов маньяк, и герой был прав, что ему не доверял. Ёб твою мать, да что это за поток шизофрении? Ты 5 минут назад скормил яд доверчивому танку. Мораль сей басни не может заключаться в том, что надо доверять людям. Действие зелья должно было подойти к концу, но протагонист же долбоящер и раздал его даже самым беспонтовым гоблинам, которые его почему-то заранее не пили. Потому герой находит еще одну порцию. После чего входит в режим Супер Саяна с надмозговыми объяснениями, что из-за слов протагониста он теперь отрицает саму реальность, в которой может ему проиграть, а потому отрицает существование подземелья и сам себя разрушает, ведь в его голове остались лишь идеалы.
Что бы эта херня ни значила. В итоге тот сгорает, чуть-чуть не успев насадить балабола на кукан. То есть протагонист полностью все зафейлил, не сражаясь в полную силу и не почистив поле боя от зелий, которые может захомячить герой, но все равно победил, потому что ему повезло, и магия с невнятными правилами работает, как хочется пятки левой ноги автора, с максимально абстрактными объяснениями. Меж тем тут будет надувать щеки и строить из себя великого мастермайнда. Раз сработало, то все равно все прошло согласно плану. Надавив на психику, он знал, что победит, хоть оппонент был в сантиметре от того, чтобы его зарубить. К тому же, с какого перепугу лабораторная крыса вдруг стала специалистом по играм разума? Хоть какие нафиг игры? Он нес полную чушь, дескать, это лишь совпадение, что он оказался с ним в одной группе, и без зелья тот не стал бы героем. А потому сам он никто, и звать его никак. А кто ты сам без читерного навыка? ЧСВшный мудак отлично мог сделать ровно противоположный вывод, что это не случайно и он дофига избранный, раз подобное стечение обстоятельств произошло, и судьба закинула ему в группу чмоню с нужной формулой. Сейчас он ее заполучит, и все будет пучком, как и прежде. В конце за смерть сгоревшего от своего же навыка героя не дают очков, и как бы возможно тот не умер. Целительница, тусившая во дворце и выслушивающая экспозицию, отправляется в родной город в поисках себя. Протагонист призывает хуманизированную дракониху, на чем все заканчивается. А главная трагедия, что это даже не самый большой кусок говна в жанре строительства подземелья, на который мне предстоит сделать спонсорский обзор. И, конечно же, огромное спасибо всем спонсорам с Бусти.